Всех приветствую. Как всегда, не будем размазывать хронометраж ролика, а сразу приступим к графикам. Начинаем с биткоина. Как и ожидалось, это у нас подтверждается заходной импульс. В нем легко прослеживается 5 волн. И как это отторговывать? Как вы помните, вчера я сказал, что это может быть и как начало нового восходящего движения, и как часть коррекционного движения в рамках волны B. На данном этапе отторговать это можно идентично, потому что оба этих движения начинаются с волны 1, либо А. Они обе импульсные. Покажу на графике. Если это волна B, то она состоит из трех подволн А, Б, С. Если это волна 1 и мы идем наверх, то это опять-таки 1, 2, 3, 4, 5. То есть вот эта часть, она идентична. Импульс, коррекция, импульс. Только после завершения второго импульса будет развилка. Либо мы пойдем вниз, либо мы пойдем дальше наверх. Здесь уже можно будет подпираться стопами, либо фиксировать прибыль. Я же вижу здесь признаки того, что это все-таки коррекция. Еще раз повторю. Импульсное движение, оно сопровождается объемами. И здесь их практически нет. Их меньше, чем было до этого. Поэтому я склоняюсь к варианту с коррекцией. И пока он не будет сломан, я буду придерживаться именно такого варианта. Что можно ожидать сейчас? Если рассматривать 15-минутные графики, то здесь мы видим отчетливую дивергенцию. То есть сила у движения заканчивается, и мы с большей вероятностью направимся вниз. Вот в этой зоне можно будет рассматривать лонги. При приближении к этой зоне не тупо покупать, а рассматривать лонги по своей стратегии, по которой вы торгуете. И дальше по движению. Посмотрим эфириум. По эфириуму аналогичная ситуация. А, Б, С. Также объемов нет. Заходной импульс подтверждается лишь по структуре. Объемов здесь подтверждающих нет. Но криптовалюте не впервые разворачиваться с неочевидных фигур. Поэтому будьте внимательны. По Риплу. По Риплу мы находимся также в четвертой волне, после которой я ожидаю снижения в волну 5 и завершения волны С. Этот прогноз все еще актуален. Когда он будет не актуален? Он отменится, если мы пробьем уровень, практически вот отмеченный 0,5. То есть пик волны 1 будет пробит, тем самым он отменится. И нужно будет пересмотреть разволновку. Пока все в силе, и Ripple самый такой слабый актив какой-то. Он может болтаться и резко выстрелить. Может как вниз, так и наверх. Здесь ни объемов, ни каких-либо движений, подтверждающих поход в ту или иную сторону, пока не наблюдается. Посмотрим Dash. По Dash аналогичная ситуация, как на биткоине, на эфириуме. Наверное, у 90% монет именно такая структура. АБЦ. Придерживаемся данного сценария. По ADI также с большей вероятностью мы пойдем наверх, чем вниз. Этот вариант отменится, если мы пробьем вот этот уровень. Пока мы здесь рисуем треугольник. То есть А, Б, С, Д, Е. И думаю, еще немного попилим. И все-таки с большей вероятностью пойдем наверх. Цели по-прежнему актуальны. По Polkadot. По Polkadot вот здесь разметка у меня была необычная, не как на предыдущих монетах, и она отменилась. Что можно здесь теперь сказать? Куда у нас смотрит основное движение? Глянем часовики. После пробития пика, который, по моему прошлому прогнозу, мы пробивать не должны, у нас начала образовываться дивергенция. То есть мы идем вверх, но в любой момент можем развернуться. Это явно коррекционное движение, как я его вижу, потому что оно идет тройками. Здесь АБЦ, здесь 3 волны. Сюда мы рисуем 3 волны, где предположительно это дело все может завершиться. Расчетная зона от пика первого импульса. Расчетную зону мы уже, естественно, прошли. Были бы здесь объемы, не было бы здесь дивергенции, можно было бы говорить, что это начался поход наверх. Но пока я все-таки склоняюсь, что мы, тем более если весь рынок смотрит вниз, с большей вероятностью и Polkadot направится вниз, если развернется все. По этому активу явно я вне рынка. Лучше на такое посмотреть со стороны и не рисковать своими деньгами. Давайте глянем BNB. По BNB все в рамках нашего прогноза. Здесь даже появились объемы. Сейчас мы находимся в четвертой подволне и ожидается выстрел наверх. В волне С, она, как известно, импульсная. Разметку эту удалю. Но зона остается все та же. По ее достижению вариант движения это вниз. И дополнительно посмотрю одну монету, VeChain. Это монета из комментариев, я ее заранее разметил. На нее поставили больше всех лайков, целых 2.
На остальных не особо было. Так, что касается движения, давайте покажу глобально. То есть волна 1, 2, сейчас мы находимся в тройке. Завершили тройку в тройке и находимся в аналогичной коррекции, как и по другим монетам. Закончили А, идем в Б и рисуем первый импульс в волне А, после чего продолжим аналогичное движение, как и по другим монетам. Стоит отметить, что расчетную зону всей коррекции мы уже зацепили, поэтому стоит рассматривать вариант и тот, что это волна 1, после чего мы пойдем выше. Это, можно сказать, резервный вариант, как и по другим монетам. Здесь такая ситуация двойственная, но отторговывать это можно, я уже говорил, до конца волны Б. Движение должно быть аналогичным. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Удачной торговли и счастливо!